Адольф Фик родился в Касселе, Германия, в 1829 году и был младшим сыном городского архитектора. Сначала он изучал в Марбурге физику и химию, но позже, по совету старшего брата, заинтересовался медициной. Такой опыт позволил ему заняться междисциплинарными исследованиями задолго до того, как они стали такими популярными, какими являются сейчас. Он работал со своим наставником Карлом Людвигом в Цюрихе в течение 16 лет, после чего он стал профессором физиологии в Вюрцбурге, где работал до 70-летия, после чего ушел на пенсию. Он умер в 1901 году в Бельгии. В 1870 году он первым разработал метод измерения сердечного выброса, названный принципом Фика. В 1887 году он сконструировал и установил то, что должно было считаться первой контактной линзой. Хотя впервые эта концепция была создана Леонардо да Винчи еще в 1508 году. Первые линзы, протестированные на кроликах, а затем и на самом Фике, были сделаны из толстого стекла и закрывали весь глаз. Их было не очень удобно носить, но они смогли успешно исправить некоторые проблемы со зрением. Книга Фика охватывала огромный спектр инновационных достижений: смешивание воздуха в легких, измерение выделения углекислого газа в организме, биоэлектричество, звук и его влияние, производство тепла и его генерация в организмах и, конечно, диффузия. Интересно оценить статью Фика, озаглавленную «Жидкостная диффузия». Как и многие классические научные работы, статья Фика 1855 года гораздо шире известна, чем читается. Считается, что он установил закон диффузии индуктивно, на основе экспериментальных данных. Статья обладает большими научными достоинствами, но также имеет недостатки в рассуждении. На чем основана эта критика? В первую очередь это происходит, потому что собственные аргументы Фика, основанные на аналогии, а не на научных выводах. Фик установил посредством сохранения материала второй закон в форме для одномерной диффузии, представленный в лекции 24. Фик понимал, что это уравнение относится к диффузии в цилиндре, для которого стационарная диффузия может быть экспериментально изучена. Этого легче всего достичь, зацементировав нижний конец сосуда, заполненного раствором, в котором проходит диффузионный ток, в резервуаре с солью. Так что секция на нижнем конце всегда поддерживается в состоянии идеального насыщения при непосредственном контакте с твердой солью. Вся система затем погружается в относительно бесконечно большой резервуар с чистой водой. Причем верхняя часть секции, переходящей в чистую воду, всегда сохраняет концентрацию, равную нулю. Теперь для цилиндрического сосуда выполняется условие dy по dt равное нулю, поскольку интеграл этого уравнения содержит следующее утверждение. Если в цилиндрическом сосуде должно быть обеспечено динамическое равновесие, разность концентраций любых двух пар слоев должны быть пропорциональны расстоянию между слоями в две пары, или, другими словами, уменьшение концентрации должно уменьшаться снизу вверх, как ординаты прямой линии. Эксперимент полностью подтверждает это предположение. Фик измерил удельный вес раствора как функцию расстояния вдоль цилиндра, связал его с концентрацией растворенной соли и показал, что в пределах его собственной оценки экспериментальной ошибки действительно наблюдалось предсказанное линейное изменение концентрации. Однако Фик не предпринял никаких попыток измерить глубину цилиндра. И его данные показали систематическое отклонение от линейности, что, по словам Фика, легко объясняется соображением, что стационарное состояние не было полностью достигнуто. Он был не последним экспериментатором, который извинился. Затем Фик поставил эксперимент с использованием конической воронки. Коническая воронка с вершиной, направленной вниз, содержала насыщенный раствор соли.
В этом случае необходимо переформулировать второй закон, чтобы учесть тот факт, что поперечное сечение воронки увеличивается с расстоянием. Если мы воспользуемся обсуждением лекции 24, чтобы рассмотреть потоки, проходящие через площадь поперечного сечения А и А плюс ДА, мы обнаружим, что таким образом, также учитывая, что получается, что выражение является подходящей формой закона Фика в предположении, что в каждой точке x концентрация радиально однородна для конуса и для стационарной диффузии. Интегрируется где А и Б константы, определяемые концентрациями внизу и вверху конической воронки. Опять же, Фик представил экспериментальные данные, согласующиеся с этой моделью, хотя и с предисловием. Я прилагаю здесь краткую таблицу лучших экспериментов с поваренной солью. Эксперимент с конической воронкой заслуживал дальнейшего анализа. Согласно Пацику, в перевернутой конической воронке и в отсутствии силы тяжести контуры концентрации соли будут представлять собой участки концентрических сфер, центрированных на резервуаре для соли на конце воронки. Можно утверждать, что в гравитационном поле сферические профили концентрации соли будут сильно сглажены под действием выталкивающей силы. Более плотный солевой раствор у оси воронки будет тонуть, а менее плотный раствор у стенок будет подниматься вверх. Таким образом, профили концентрации станут почти идеально горизонтальными. Фик не указал расположение воронки резервуара с солью относительно вершины наконечника. Пацик подсчитал, что расстояние должно составлять около 5 сантиметров. Давайте подведем итоги. Если бы Фик отправил свою статью в журнал «Сейчас», то мог бы получить следующие критические замечания от рецензента. Теория не является строгой, а просто основана на аналогии. Детали эксперимента недостаточно детализированы, чтобы можно было воспроизвести эксперименты. Данные передаются выборочно. Экспериментальные данные для эксперимента с трубчатым цилиндром показывают систематические отклонения от теории. Могла бы статья Фика быть опубликована сейчас? Спорный вопрос. Тем не менее, бесспорно, что его идеи были правильными.